Когда мы думаем об исламизации Афганистана, в голове часто возникает картина какого-то стремительного военного завоевания. Но что, если я скажу, что это был не один быстрый удар, а 300-летняя драма? Драма, полная политики, культурных сдвигов и, конечно, постоянного сопротивления. Давайте попробуем размотать этот клубок и посмотреть, как на самом деле рождалась новая эпоха в этом регионе. И это, пожалуй, главный вопрос, который стоит перед нами сегодня. Как вообще происходит так, что огромный регион с тысячелетней историей и своими традициями меняет свои духовные и культурные основы? Оказывается, ответ на этот вопрос куда сложнее и, честно говоря, интереснее, чем кажется на первый взгляд. Вот в этом и кроется главное заблуждение. Представьте себе не удар меча, а скорее песочные часы. Песок медленно, песчинка за песчинкой, пересыпается на протяжении 300 лет. Речь шла не о том, чтобы просто взять и заменить одну культуру другой. Нет, это был очень сложный синтез, который занял несколько поколений. Чтобы понять этот долгий процесс, давайте разложим его на части. И начнем мы с самого начала, с арабской основы. Важно понимать, роль арабов здесь была в первую очередь политической. Они, если хотите, построили сцену, но сам сюжет, саму пьесу писали уже другие. Знаете, арабское присутствие здесь с самого начала не было таким уж тотальным. Уже в 640-х годах в Систане, это на границе современных Ирана и Афганистана, мы видим, что заключаются договоры, а договор — это всегда сочетание силы и дипломатии, а не простое подчинение. Да, контроль медленно расширялся на огромные территории Хорасана и Тахаристана, но он постоянно наталкивался на упорнейшее сопротивление местных правителей, особенно в горах. Покорить их было почти невозможно. И вот это ключевой момент. Главной целью арабской администрации было не столько распространение ислама, сколько установление политического контроля и, конечно же, сбор налогов. Например, джиззи – налога для немусульман. Массово обращать всех в ислам в тот период просто не было главной задачей. Важнее было, чтобы система работала, а казна пополнялась. Но эта арабская рамка, конечно, не могла существовать вечно. И вот мы подходим к настоящему поворотному моменту. Власть начинает переходить к местным, персоязычным династиям. И это полностью меняет правила игры, меняет сам характер ислама в регионе. И тут мы видим два совершенно разных пути к власти. С одной стороны, тахириды в Хорасане. Формально они были наместниками халифа, но на деле почти независимыми правителями. Именно они сделали персидский языком администрации, языком власти. А с другой стороны, сафариды из Систана. Это уже совсем другая история. Это чистая военная сила, независимые полководцы, которые просто брали то, что хотели, силой утверждая свою власть от Ирана до самого Кабула. То есть, понимаете, в чем суть? Регион перестал быть просто арабской окраиной. Он превратился в мир, где местные игроки и местные династии вели свою собственную игру. Ислам все чаще начинает говорить по-персидски, опираясь на местные иранские элиты. Но своего пика, своего апогея этот сдвиг к местной власти достиг в эпоху саманидов. Вот они-то и довели до совершенства тот процесс, что начали их предшественники. Это был настоящий золотой век синтеза, когда разные культурные элементы слились воедино и создали нечто абсолютно новое. Сам термин «иранское возрождение» говорит о многом, правда? Саманиды, которые правили из Бухары и Самарканда, не просто управляли, они активно покровительствовали наукам, искусствам, поэзии. Именно под их патронажем расцвела та самая блестящая персидская культура, которая подарила миру новую литературу, но уже в рамках исламского мира. И именно в эту эпоху рождается важнейшее явление – персо-тюркский синтез. Запомните этот термин. Это, по сути, формула власти, которая будет определять историю региона на многие столетия вперед. Давайте посмотрим, из чего она состояла. Смотрите, как эта система работала на практике. За управление, за высокую культуру, за бюрократию отвечал персидский язык. За армию, за мускулы государства отвечали тюркские воины. Объединяло все это общая религиозная рамка – суннитский ислам, причем ханафитского толка, одной из самых гибких и прагматичных правовых школ в исламе. Хорошо, это все про элиты, про государство. А что же обычные люди? Как все это выглядело для них? Давайте спустимся с уровня правителей и посмотрим, какой была религиозная ситуация на местах к X веку. И тут картина была, конечно, очень пестрой. В больших городах, таких как Балх или Герат, ислам и персидская культура уже полностью доминировали. Там были мечети, школы, суды.
А вот если отъехать подальше, в сельскую местность и особенно в горы, то там люди еще очень долго продолжали жить по старым обычаям, сохраняя свои доисламские верования и культы. Да и мотивы для принятия новой веры тоже были совершенно разными. Для местных правителей и элит это часто был политический расчет, способ встроиться в новую систему власти. А для большинства населения ислам приходил в жизнь постепенно, через налоги, через торговлю, через необходимость обращаться в суд или служить в армии. Это был медленный бытовой процесс. Ну что ж, мы проследили 3 столетия очень бурных перемен. Давайте подведем итоги. Какой же фундамент для будущих веков был заложен за это время? Весь этот сложный путь можно уложить в 4 основных шага. Сначала арабы создают политический каркас. Затем приходят персидские династии и наполняют его своим культурным содержанием. После этого саманиды доводят этот синтез до совершенства, добавляют тюркскую военную мощь. И в результате получается вот эта сложная мозаика, которая и определила будущее всего региона на века вперед. И вот это, пожалуй, главный вывод. К X веку в регионе уже была готова вся инфраструктура – культурная, религиозная, военная – для появления следующих могущественных империй, таких как Газнавиды или Сельджуки. Они пришли не на пустое место, они пришли на уже подготовленную почву. Ну и в завершение вопрос на подумать. Этот древний фундамент, заложенный больше 1000 лет назад, это смешение культур, это вечное напряжение между центром и периферией, между городской и сельской идентичностью. Насколько сильно эхо этих процессов звучит в истории региона и, возможно, даже в наши дни?